Проверка состояния организма после 40 лет, даже если нет никаких симптомов, это не про возможный вариант, а про необходимость. Скрининг – это не поиск диагнозов. Это как дымовой датчик. Помогает увидеть проблему еще до пожара. Наша задача вовремя увидеть тихие сигналы проблемы со здоровьем и спокойно взять все в свои руки. Вы можете не любить поликлиники, возможно, у вас мало свободного времени и всегда есть дела поважнее. Но несколько простых шагов сэкономит вам месяцы и годы лечения в будущем и даже, возможно, деньги. В этом ролике я расскажу об обследованиях, которые нужно проводить после 40 лет на регулярной основе. Зачем вообще скрининг после 40? Так как я всегда призываю нас с вами заботиться о своем здоровье, помимо изменения образа жизни, питания, двигательной активности, нам необходимо время от времени делать некоторые анализы. И это особенно важно после 40 лет. И я сам, в свою очередь, выполняю эти свои предписания. На самом деле я вам всегда советую все то, что сам для себя делаю. Результаты всех скрининговых анализов и других обследований нам дают полную картину состояния нашего здоровья и как вообще на данный момент наш организм работает. Исходя из этого, мы можем не только выбирать какое-то лечение, но и даже менять свое питание, образ своей жизни. И это очень полезно. Вы когда-нибудь задумывались, почему вот руководители стран, они не молодые люди, а руководители больших компаний, вообще известные богатые люди, долго сохраняют эту активность, молодость и так далее? Потому что за ними следят лучшие медицины, лучшие там светила медицины и так далее. Проводят обследования, профилактические скрининги, вовремя реагирует на те или иные изменения, меняет их образ жизни, даже вот режим их жизни, и тем самым сохраняет им здоровье. И я хочу сказать, обследование – это не про то, что мы что-то ищем, это про заботу о себе, это про знание о своем состоянии здоровья. Когда мы знаем, мы правильно реагируем. Перед сдачей любого анализа я волнуюсь. Не потому, что я боюсь там взятия крови, а я волнуюсь за результат. Просто это, возможно, привычки или, возможно, мои какие-то внутренние беспокойства. Хотя даже я знаю, что все будет хорошо, но я все же волнуюсь. Возможно, это моя конституция, ветер желчь. Но я иду и сдаю. И я знаю, что среди вас много людей, которые просто из-за страха получить негативный результат по анализу не идут сдавать. Это я считаю, что очень плохо. И вы должны перебороть, идти сдавать. И вы заметите, что каждый раз, когда вы идете сдавать те или иные анализы, вы все легче будете переносить этот момент. Первый, самый важный, это, конечно, общий анализ крови, чтобы понять общее состояние здоровья. Нет ли анемии или полицитомии, нет ли воспалительных изменений в организме, нет ли каких-либо аллергических реакций или глистной инвазии, и нет ли лейкоза или нарушений свертываемости крови. Для того, чтобы все это понять, нужно просто сдать общий анализ крови. Далее проверяем обмен веществ. Первое – инсулинорезистентность, анализ на инсулин. Хотя референтные показатели там говорят до 23, до 25, но вам нужно, чтобы ваш инсулин был от 2 до 6. Второй – это гликированный гемоглобин, и он должен быть до 6. Просто анализ на глюкозу – это такой единичный показатель на единицу времени, он не информативный. Вот, может быть, вчера вечером поели, а сегодня глюкоза чуть утром повышена, да? А на самом деле все хорошо с глюкозой. Поэтому лучше сдавать гликированный гемоглобин. Это показатель глюкозы в течение 3 месяцев. Далее липидограмма. Это общий холестерин, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, липопротеины очень низкой плотности, триглицериды и гомоцистеин. Все они участвуют в образовании атеросклеротических изменений в сосудах. Поэтому нужно знать их показатели. Далее проверяем функцию печени. Для этого нужно сдать анализы на ферменты цитолиза. Это АСТ, аспартат трансфераза, и АЛТ, аланин трансфераза. Их показатели покажут, в каком состоянии наша печень находится. Если они повышаются, это говорит о том, что печеночные клетки начинают разрушаться, и
из разрушенных печеночных клеток эти трансаминазы выходят в кровь и повышается их уровень. Здесь можно сделать на щелочную фосфатазу. Щелочная фосфатаза нам показывает, как хорошо работает желчь, да, как хорошо вырабатывает наша печень желчь. Если щелочная фосфатаза повышается, то это может говорить о застое желчи во внутрипеченочных протоках. Далее проверяем функцию почек. Для того, чтобы определить функцию почек, в основном сдают анализ на креатинин. Но креатинин не всегда достоверно показывает функцию почек, потому что креатинин, он производный креатина, который находится в мышечной ткани. Для того, чтобы достоверно, точно узнать, особенно после 40-45 лет, как работают ваши почки, лучше сдать анализ на цистатин С. Это белки, которые не только находятся в мышечной ткани, а во всех других тканях. И вот именно показатели цистатина С, он точно показывает, как работают наши почки. После 40 лет очень важно понять функцию щитовидной железы. Для этого мы сдаем анализ на тиреотропный гормон ТТГ и тироксин свободный Т4. Достаточно иметь эти два показателя, чтобы иметь представление о функции щитовидной железы. После 40 лет очень важно проверить уровень витамина D, так как витамин D участвует в поддержании кальция в крови, еще и он участвует в формировании и работе иммунной системы. И витамин D еще участвует в сдерживании проявления аутоиммунных реакций. Поэтому уровень витамин D, особенно в нашей полосе, очень важен, потому что в нашей полосе очень мало солнца. Поэтому у многих людей бывает нехватка витамина D. Далее переходим на половые гормоны. Для мужчин это, конечно, пролактин и тестостерон. Тестостерон бывает общий и свободный. И лютeinизирующий гормон можно сдать. И еще, конечно, нужно сдать на уровень простата-специфического антигена, ПСА. А для женщин тоже половые гормоны. Пролактин, фолликулостимулирующий гормон ФСГ, антимюллеров гормон АМГ, лютeinизирующий тоже гормон также. Эти половые гормоны нужно знать после 40 лет. Далее ультразвуковое исследование органов брюшной полости, который точно на 100% покажет, есть ли висцеральное ожирение или нет. Например, если у вас есть жировой гепатоз, я в своем ролике про жировой гепатоз говорил о том, что в крови может ничего не показывать. АСТ, АЛТ, вот эти трансаминазы, все могут быть в норме, но при этом уже присутствует жировой гепатоз. Это, конечно, показывает ультразвуковое исследование. Ну и застой желчи, если взвесь в желчном пузыре, если полипы холестериновые, там, которые образуются в желчном пузыре, в каком состоянии поджелудочная железа, если диффузные изменения, если есть диффузные, значит тоже ожирение поджелудочной железы есть какой-то, да, жировая инфильтрация. И вообще покажет, в каком состоянии почки ваши находятся, опущение почек есть или нет, потому что часто, особенно у худых людей, бывает нефроптоз, опущение почек. Далее ультразвуковое исследование органов малого таза. Для мужчин это, конечно, предстательная железа, да, его состояние, есть ли гиперплазия или нет. Лучше, конечно, не просто УЗИ делать, а ТРУЗИ, трансректальное ультразвуковое исследование, оно более информативное. И также женщинам нужно УЗИ, в каком состоянии находится матка, придатки, яичники, есть ли какие-то изменения, есть ли миом, образования разные и так далее. Если кисты в яичниках и так далее, только это может показать ультразвуковое исследование. И про самые нелюбимые виды обследования, которые люди избегают всячески, это, конечно, фиброгастродуоденоскопия и колоноскопия. Но фиброгастродуоденоскопия, что касается меня, я уже много раз делал, все нормально, хорошо, и вам советую, если вы до 40 лет ни разу не делали, пора уже сделать и посмотреть, что там происходит в желудке. И самое главное, там же вам точно скажут про хеликобактер. Если есть хеликобактерии, да, то после 40 лет их нужно уже лечить. Затягивать дальше не нужно. А вот колоноскопию, которую любят не все, в том числе и я, и до сих пор не сделал, но после 40-45 уже точно надо делать колоноскопию. Как я мотивирую себя пойти на колоноскопию? Тем, что колоноскопия – это не только диагностика. Самый современный и самый эффективный метод профилактики всех видов колоректального рака. Когда вам делают колоноскопию, и там могут быть полипы,
их все удаляют заодно во время обследования. Вот маленькие полипы, они, конечно, безобидны, ничего от них не нужно ждать и так далее. Но полипы, они имеют свойство расти и перерастать в какие-то другие новообразования. Лучше сделать колоноскопию и заодно все это убрать. И в дальнейшем, после 45-50 лет, точно раз в 5 лет надо делать, а лучше раз в 3 года. Очень эффективная защита практически от всех новообразований, которые возникают в кишечнике в современных условиях нашей жизни и медицины. Колоноскопия сейчас делает под седацией. Приходите, как бы засыпаете, просыпаетесь, у вас все анализы. Если у вас были полипы, все они удалены. После удаления полипов надо просто несколько дней вести щадящий образ жизни, потом все нормализуется. Если вам 40 плюс, и вы не делали эти анализы, то уже пора, надо сделать все по списку в качестве скрининга для понимания вообще, в каком состоянии ваше здоровье находится. Неправильно думать, если у меня нет никаких симптомов, а зачем мне эти делать анализы? Я понимаю, все анализы стоят денег, нужно потратиться и так далее. Но вы поймите, что лечение стоит намного дороже, чем предотвращение. Лучше уж профилактировать, знать и понимать, как действовать, чем просто приходить на последних стадиях каких-то заболеваний или когда вы имеете уже заболевание.